спугнул путевой обходчик, шел в нашу сторону, возможно, нас искал. И поезд в этот момент поехал и уже набрал скорость. Так что придется искать другой. Наша третья попытка. Мы хотим вот в эти вагоны попасть. Проблема в том, что справа в 50 метрах два путеевца, которые нас 100% увидят, если мы перебежим вот здесь. А слева в 20 метрах контора какая-то, где горит свет. И тоже увидят. А этот состав, по идее, должен скоро стартовать. Сейчас мы нашли хороший состав для себя. Сейчас еще найдем более-менее приемлемого. И там уже окончательно заляжем. Залезли в пустой полувагон. Здесь нету ни песка, ни щебня, ни угля, ничего. Поэтому мы спокойно сможем тут поспать. Самое главное, чтобы он сейчас уехал отсюда, с этой станции. Очень долго сидели в этом вагоне. Не пойми, что происходило. Вохры ходили вокруг да около, бросали камни вовнутрь. Не знаю для чего. Возможно, они хотели проверить, пустой ли вагон. Но спустя где-то 3 часа мы наконец-то отправляемся. Тут очень шумно и очень пыльно. Невероятно пыльно. Просто ветер поднимает вот эту всю пыль с вагона. И мы ей дышим. Уже все покрылось пылью. Наш поезд поехал не в ту сторону, не знаю, может на какую-то состыковку. Будем сейчас, скорее всего, спрыгивать. Давай пройдем дальше туда. Давай. Быстрее. Рабочий. Рабочий идет. В нашу сторону. Оттуда? Да.
А здесь локомотив, чувак. Мы в ловушке. Тихо. Чувак, он идет сюда, прям вот тут идет. Прям сюда. Надо назад. Значит, через забор. Он идет прямо на нас, вот сюда. Да идем, Пол. Давай. Выбора не осталось. Идем просто в наглую. Нас уже видели 100%. В общем, ждали мы, пока наш состав отправится. И по итогу он отправился где-то через 3 часа после того, как приехал. И то в другую сторону, мать его. И нам пришлось слазить, во-первых, на ходу, а во-вторых, идти просто в тупую сквозь охрану и сквозь рабочих, которые здесь повсюду. Фу, вот так вот средь белого дня у нас начинают серьезные приключения и проблемы. Как оказалось, в том месте, где мы сидим, поезда разгоняются с огромной скоростью, поэтому нам нужно уйти куда-то поглубже, вглубь станции, чтобы успеть запрыгнуть. Иначе мы просто не успеем. Единственный последний вагон был подходящий с такой нишей. Попробуем запрыгнуть, заодно посмотрим, какая здесь скорость у него. Вот такой угольный состав стоит. Конечно, печальная картина, потому что ехать в угле — это последнее дело. На улице нереально жарко. Вот подъехал уже очень неплохой состав. Стоит прямо возле нас, поэтому как только он стартанет, мы будем выждать хороший момент и попробуем забраться на него. Но лучшего варианта пока что у нас не было до этого. Только единственная проблема в том, что локомотив стоит в одном вагоне от нас. То есть нам нужно будет чуть-чуть подождать, пока состав проедет, и запрыгнуть примерно в середину состава, чтобы было менее палевно потом. Да. Давайте первый. Очередной станции поезд прилично замедлился, и хоть бы нам не спрыгивать с него, потому что опять бегать придется, а этого не хочется, хочется ехать как можно дальше и дальше. Долго мы здесь не простояли, потому что станция маленькая, здесь всего 3 ветки путей, и как только стали, поезд проверил тормоза и сразу же поехал дальше. Это нам на руку, потому что мы не теряем много времени и едем мы
мчимся сквозь Казахстан навстречу космодрому Байконур. Я не знаю, за сколько дней нам удастся туда доехать, но мы уже проехали колоссальное расстояние. Мы едем от Алматы в сторону космодрома и уже проехали примерно 500 километров. Здесь очень красиво. За мной такие песчаные горы интересные. Смотрится просто нереально круто. И вокруг бегают дикие лошади.
все-таки дождались, пока этот гребаный поезд поедет дальше. Но тут наша неопытность тоже играет роль. Вместо того, чтобы ждать несколько часов, мы могли давно прыгнуть уже на другой поезд, на сортировочный. Вместо этого сидели и ждали, пока поедет этот. Но все-таки дождались. За ночь мы проехали примерно 300 километров, но проблема в том, что на сортировочной станции в одном из городов поезд встал и дальше уже не поехал. И поутру мы проснулись от грохота, когда он рванул не в том направлении. То есть нам по-быстрому пришлось собирать свои вещи и спрыгивать уже на ходу, потому что поехали бы мы уже совсем в другую сторону. Стоим мы сейчас в большом городе, довольно крупном, по меркам Казахстана. И, наверное, пойдем за водой, потому что вода у нас закончилась. Еще ночью меня сильно удивило то, что когда мы здесь стали, здесь повсюду был лай собачий. Они просто свободно гуляют здесь по станции, как у себя дома. То есть, по факту, они тут живут. Вот, их здесь очень много, опасненько. Ночью еще был слышен запах гари. И вот сейчас мы только увидели то, что здесь выгоревшая мусорка. Вот до сих пор она тлеет. Птички бегают, собирают то, что осталось. Да, воняет ужасно. Вот как в Казахстане очень красиво преобразили старую водонапорную башню. Раскрасили в восточные такие рисунки, цвета красиво подобрали. Очень шикарно смотрится. И все это находится на вокзале. Даже тут наводят маленькие красивые порядки. Зашли в небольшой местный бар, чтобы отведать хотя бы одно национальное блюдо казахстанское, потому что по пути у нас особо времени на это нету. А сейчас выдался вот такой славный момент. В таких путешествиях очень приятно иногда делать вот такие вот небольшие вылазки в цивилизацию, выпить бокальчик пива. Мелочь в этой обстановке, оно безумно приятно. Местная фавелла. Спасибо. Реально вкусно, да? Огромная станция. Тут стоят десятки составов, и непонятно, как быстро они формируются. Потому что сейчас вот из всех, которые я вижу, ни одного
прицепленного локомотива здесь нету, который бы, вероятно, пошел в нашу сторону. Повсюду рабочие. Если за часа 3 ни один поезд отсюда не уедет, то есть смысл купить билет на обычный поезд до Туркестана. Ну, такой себе вариант. А ну что, Бондарев так делал не раз? А что делать? Сидит здесь сутки. Сейчас вот бочки уже подъезжают и вцепили несколько закрытых контейнеров. Не знаю, найдется ли нам хороший вагон, а желательно вообще полувагон, в котором мы сможем спрятаться. Не только от охраны, а от палящего солнца, потому что ехать в плюс 35 это просто нереально. Плавится все. На этой станции складывается такая ситуация, что в отличие от предыдущих, поезда здесь очень редко отходят. За те часа 2, что мы здесь уже сидим, еще ни одного не уехало, поэтому проработали резервный вариант. Через 2,5 часа будет обычный поезд ехать в сторону Туркестана, куда мы и собирались, как промежуточную точку. Плацкарт $2,5 с человека. Это без белья, которое нам не нужно. Он едет всего лишь 3,5 часа. То есть отсюда до Туркестана 3,5 часа. Поэтому если в ближайшее время нам не получится никуда запрыгнуть, то будем использовать резервный вариант. Так, второй вагон, это в начале будет. 17-19 места. Пожалуйста, счастливой поездки. Спасибо. Спасибо большое. По-русски. По-русски. Мы туристы, казахский не понимаем. Только по-русски. Казахский не понимаем. Мы первый раз сюда приехали. Туристы. Откуда мы? Украина. Украина? Украина. Когда мы приехали в Алматы, мы в аэропорту зашли в кафешку и сразу же спросили, насколько хорошо казахи знают русский язык, потому что мы казахский вообще не понимаем. И нам ответили то, что вроде бы как 95% хорошо понимают, но чем дальше уже углубляться в глубинку Казахстана, какие-то провинциальные городки, маленькие села, то люди все реже и реже понимают русский язык. И иногда встречаем людей, которые пытаются что-то спросить, но чисто на казахском. Приходится понимать друг друга с полуслова. Инстаграм. Инстаграм? Парма? Есть Инстаграм. Хочешь Инстаграм? Ютуб или Инстаграм? И Ютуб, и Инстаграм. Ютуб не рекомендую. Да, да. Кстати, чувак, а ты в курсе, что мы вчера проехали примерно 10 километров по Киргизии? Короче, пока ты спал, я отслеживал карту, и мы въехали на территорию Киргизии и проехали по туннелю примерно 10 километров, и уже потом выехали обратно в Казахстан. То есть, по факту, мы были в соседней стране. Вот так вот. Нелегально. Привет всем украинским братьям. Желаю всегда у вас все отлично было. Мы всегда вместе. Всегда приезжайте к нам в Казахстан в гости. Мы, казахи, всегда ждем вас. Счастливого вам пути. Спасибо. Ну, мы заметили то, что здесь все гостеприимные очень. Добрый народ. Вот. Только я сам в Украине, там, в Киеве служил там в советские времена. Ну, я настолько, даже во время Великой Отечественной войны, там наши деды говорят, что украинский народ – это братственный народ. Там. И вы заметили, да, что у нас гостеприимство? Конечно, конечно. Любой дом, любой момент придете, пожалуйста, там дверь откроют. Вас по природе.
Хорошая уютная гостиница. Та-та-та. Пахнет арбузами по коридорам. Но это как бы не лучше, чем канализацией пахнет. Так, восточный стиль. Да. Ужасно, очень холодно, очень. Так, чтобы не было долго. Бегают мыши в номерах, прикольно. Нашли мы один интересный отель в интернете. Отзывы очень сильно разнятся, потому что некоторые люди пишут то, что там пахнет арбузами, хороший, отличный сервис, гладят, стирают вещи. Некоторые пишут, что бегают мыши по коридорам и воняет канализацией. Поэтому кому верить, не знаю. Но, скорее всего, мы это проверим уже на себе сегодня ночью. В общем, футболка у меня не самая свежая. Поэтому сейчас я попытаюсь ее постирать с помощью самого обычного мыла, которое нашлось в этом отеле. Потому что стиральной машинки здесь нету, а постирать вещи могут только завтра утром. Но это не подходит, потому что утром мы уже хотим оттуда свалить. Путешествие в товарниках дает о себе знать, да? Мне это тоже предстоит. А теперь смотри. Посмотри. О, хорош. Да. Я думаю, моя первая футболка была примерно такой же, если бы я не поменял ее сегодня. Вот такие вот у нас апартаменты. Есть огромный телек, который мы включать, конечно же, не будем, потому что там нет ничего интересного. Но самое главное, что здесь есть очень хороший Wi-Fi. И кондиционер, который уже успешно работает. 2 кровати одноместные и стол. В принципе, что еще нужно для нас, для таких хобо-путешественников, которые живут вообще не пойми где, не пойми в каких условиях. И в товарнике кажется райским уголком.